Срочное обращение к Киеву и Москве. Шутки кончились, поставлено жесткое условие. Такого штурма еще не было, а это кардинально меняет ход войны. Пехоту убирают с фронта, Украина начинает новую эру. Командование пыталось это скрыть, массовое исчезновение солдат. Счет пошел на тысячи. Власти не выдержали. Официально объявлена национальная катастрофа. Масштабы поражают. Началось, Госдума требует поставить страну на военные рельсы. Следующий шаг – военное положение. Громкое обращение к Путину. Российский народ поднимается, грядет крупный бунт. Сразу два жестких удара в спину Кремлю, заявление о конце спецоперации и тайные похороны генерала в Москве. Середина недели, а события и не думают притормаживать. В эфире «Нехта» для вас работает Степан Путила. В российской Хакасии терпение у людей лопнуло. Это уже не мужики, а женщины с пустыми канистрами. В глухом селе Таштып они записали отчаянное видеообращение к самому Путину. Часами стоят в очередях на заправку, а бензин кончается раньше, чем доходит очередь. Почему мы должны стоять по 3 часа в очереди? Объясните нам, народ, поднимайтесь. Чтобы поехать на работу. Чтобы поехать на ту же работу, а у людей кто-то ездит за 20, за 30, за 40 километров до работы, поэтому вздох очень логическое. Почему все молчат? Заодно припомнили и закрытый роддом, и хирургию за экстренной помощью теперь пилить по 180 километров. Почему в такой империи мы должны стоять в очереди за бензином? Объясните! Спрашивают они и в сердцах заявляют, что готовы хоть 15 суток отсидеть, лишь бы все наладилось. Только вот отсидка бензина в баке, кажется, не добавит. Казалось бы, святое, телевизор для России не просто ящик, а главный алтарь, откуда льется вся пропаганда, вся духовность и величие разом. Мы видим пауков в банке, которые сошедшие с ума от безумных денег, которые выделяют европейские, американские налогоплательщики, начинают убивать друг друга. Ну что ж, закупаем попкорн. И вот на тебе, единственный в стране завод отечественных телевизоров Ирбис взял да и сыграл в ящик. Обанкротился со свистом, с долгами на 4 с лишним миллиарда. Причина смешная до слез. Китайцы испугались санкций и перестали слать запчасти. И русский телевизор без китайских деталей показывать реальность наотрез отказался. Свое производство за пару лет рухнуло почти в 300 раз. Вот и вся импортозамещенная гордость. Не смогли собрать даже ящик, чтобы вещать о том, какие они великие. Занавес. И еще два жестких удара в спину Москве. Теперь по нефтяной трубе. Вчерашние клиенты соскакивают с российской нефти один за другим. Сирия, что еще недавно сидела на ней плотно, поставки за год взлетели на 75%, готова резко все обрубить, лишь бы США сняли с нее клеймо спонсора терроризма. Снимите статус, мол, и мы найдем нефть где угодно. А грузинский НПЗ в Кулеве и вовсе послал российское сырье куда подальше, переходит на казахстанское и ливийское, опасаясь санкций ЕС. Вот и выходит, даже те, кто вчера кормился с российской трубы, сегодня от нее воротят нос. 40 дней назад Зеленский объявил старт масштабной спецоперации по принуждению России к миру. И вот накануне срок прошел. Время подводить итоги. И они впечатляют. За эти 40 дней украинские силы методично выжигали тыл врага. Горели десятки НПЗ по всей России, от Краснодара до Башкортостана. За 1500 километров под удар попали склады Wildberries, 24 логистических комплекса крупнейшего маркетплейса страны РАС. А еще военные аэродромы, радары, портовая инфраструктура, танкеры теневого флота и даже стратегический бомбардировщик Ту-95 уничтожены прямо на аэродроме. Вот только точку ставить рано. Глава ОП Буданов дал понять, что операция продолжится и дальше, без привязки к срокам. 40 дней, 100 дней. Главное – результат. В Госдуме, впечатлившись украинскими ударами по Подмосковью, призвали ставить Россию на военные рельсы. Мол, пора не отвечать, а вести нормальные военные действия и бить сильнее. Депутат Колесник, видимо, не заметил, что 5-й год, как на этих самых рельсах, страна и стоит, и не двигается, только состав почему-то все чаще прилетает обратно, к ним же, в Подмосковье. Тысячи российских солдат в одной только бригаде числятся пропавшими без вести, и это, похоже, схема. Как сообщает подполье АТЭШ со ссылкой на своих агентов в штабе,
В 64-й мотострелковой бригаде под Гуляй-Полем командование сознательно переводит погибших в пропавшие, чтобы скрыть реальные потери. А жены матерей, которые ищут близких, запугивают уголовными делами о дискредитации и лишением выплат. Будете искать — посадим. Прямая цитата. К слову, эта 64-я бригада печально известна. В начале вторжения она стояла в Буче и стала одной из главных фигуранток дела о военных преступлениях. А теперь ее командир, по данным АТЭШ, списывает погибших целыми батальонами, лишь бы статистика выглядела поприличнее. Вот и вся цена, которую Кремль дает своим солдатам. Под Донецком российских военных, как выяснилось, хоронят буквально на помойке. Родственники бойцов 102-го мотострелкового полка нашли могилы своих на кладбище в Моспино. И на кадрах видно, что захоронения попросту завалены мусором, бутылками и нечистотами. Куча мусора. Таблички пошли. Видите, опять захоронения какие-то. Само кладбище для невостребованных тел существует больше 20 лет и даже не отмечено на картах. Лежат там в основном те, у кого не нашлось родных. Отправили воевать за великую Россию, а в итоге сгнить на безымянной свалке. В продолжение темы похорон и интрига уже в самой Москве. Через 2 суток после того самого взрыва в ресторане Бальди-Росси на Троекуровском кладбище, самом престижном в столице, на участке для силовиков вырыли 2 свежие могилы. Рабочие обмолвились: одна для генерала. Напомним, рвануло, когда свое 55-летие там отмечал якобы главком ВКС Александр Чайко. И с тех пор власти тщательно скрывают, кто именно был среди гостей, раненых и погибших. Вот и гадай теперь, кого хоронят под покровом такой секретности. Но у Анкары, похоже, лопнуло терпение после того, как у Новороссийска дрон ударил по турецкому судну «Надежда» и тяжело ранил 3 турецких моряков. Турция решила срочно обратиться сразу к Киеву и Москве с требованием обеспечить безопасность судоходства в Черном море. МИД Турции прямо заявил: обстрелы гражданских судов вызывают серьезную тревогу. Это несмотря на все наши предупреждения. То есть предупреждали, а к ним не прислушались. Черное море из торговой артерии стремительно превращается в зону риска, и соседи это уже почувствовали на себе. Такого не делал еще никто в мире. Как пишет Forbes, Украина впервые в истории провела воздушный штурм роботами, которых к цели подвезли дроны. Схему прозвали «сумчатой». Тяжелый беспилотник донес до вражеского тыла наземного робота с противотанковой миной и высадил его прямо за линией фронта, без единого человека и почти без риска. Идея не нова. Над тем же принципом десятилетиями бился Пентагон со своими миллиардами, но так и не довел до ума. А Украина взяла и провернула это на копеечном бюджете, прямо в бою. Это только начало. В Киеве рассчитывают уже в этом году заменить роботами до 30% всей пехоты на некоторых участках фронта. Величие России, похоже, настолько велико, что состоятельные россияне спешно скупают паспорта крохотных островных государств. В Вануату, Науру, Сан-Томе, в Маврикии спрос за полгода подскочил на 30%. Только едут туда не жить. Большинство этих островов в глаза не видели. Паспорт нужен ради другого. Обойти санкции, открыть счет за границей и спокойно ездить по миру. Все то, что россиянам теперь заказано. За такой запасной аэродром отдают от 90 до 150 тысяч долларов. Правда, есть риск. Те же острова под давлением ЕС и США один за другим лишаются без визы. Так что можно выложить сотни тысяч и остаться с красивым, но невыездным паспортом. Что должно случиться, чтобы целая развитая страна объявила общенациональную катастрофу? Землетрясение, наводнение. В Южной Корее обычная летняя погода. Только вот эта погода уже убивает. На юге страны столбик термометра перевалил за 40 градусов и держится так днями. А в городе Янсан на выходных зафиксировали 42,5 градуса. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, за 122 года. Впервые в истории объявили режим экстремальной жары и для всего Сеула. Нам нужна коренная перестройка системы реагирования на кризисы, ведь экстремальная погода становится обыденностью. Итог уже трагический. С мая почти 2000 тепловых ударов и 19 погибших. В бедных кварталах Сеула, где люди ютятся в комнатушках без кондиционеров, пожарные поливают улицы из шлангов и обходят стариков, не стало ли кому плохо. Жара перегружает больницы, энергосистему, водоснабжение целой страны. И всю систему реагирования на ЧС теперь придется перестраивать под эту новую аномальную норму. За сухими сводками о гектарах живые люди, у которых пламя забрало все. Горячанка Виви возвращается к тому, что ранее было ее домом под Афинами.
Обугленные стены, зола и больше ничего. Здесь она проводила каждое лето, здесь жили ее родители. Как будто вырвали сердце. Это было прекрасное место. Мы были здесь счастливы, а теперь не осталось ничего. И это не просто дом. Наш дом — это все вокруг. Это дом каждого из нас. Ну а такие пепелища сейчас по всему континенту. В Греции огонь пожирает села под Афинами, спасая дома. В небе столкнулись 2 пожарных вертолета, 2 пилотов погибли. В Испании выгорело в 5,5 раз больше, чем годом ранее. А во французском Бордо пожары выжгли землю до жути буквально. Из нее полезли снаряды Второй мировой. И по пепелищу теперь ходят саперы, обезвреживают то, что пролежало там 80 лет. Это крупнейший пожар во Франции с 49-го. Полыхает даже там, где такого не видели никогда, в сырых, дождливых Нидерландах, где лесные пожары испокон веков были почти небылицей. Люди бегут из домов, бросая нажитое, и молятся, чтобы было куда вернуться. А ученые повторяют одно – это не разгул стихии, а сломавшийся климат, и таких лет перед нами все больше. В Российской Госдуме, похоже, соревнуются, кто ляпнет дичь погромче. На этот раз отличился единорос Александр Ильтяков. Тот самый, что раньше призывал россиянок рожать, пока рожалка работает. Теперь он объявил женщину неполноценным человеком и в доказательство сослался на Библию. Женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. Вот такой уровень государственной мысли. Полстраны неполноценная, а другая половина инвалиды. В России хотят еще туже прижать VPN, программы, которые помогают заходить на заблокированные сайты. Власти задумали постоянно отслеживать их и отключать даже те, что раньше считались разрешенными. А тех, кто арендует место в интернете под свои сервисы, заставят раскрывать личность через госуслуги или по паспорту. Вдобавок, 7 крупнейших банков, включая Сбер и ВТБ, перешли на новые сертификаты, которые дают властям техническую возможность читать, что человек делает в сети. Проще говоря, за россиянами хотят следить везде и видеть все, куда они заходят и что смотрят в интернете. Тем важнее иметь надежный способ оставаться на связи и не терять доступ к информации. Например, использовать Next Step VPN. Подключите прямо сейчас и забудьте об ограничениях, как о страшном сне. Ну а на этом пока все. Спасибо, что были с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.